Судя по тому, что я тут, видимо, ничего не получилось. Мой мир просто разъебался на маленькие кусочки. Не получилось, не фартануло. Блин, я не думала, что тяжело будет. Я же проработанная личность, блядь. Мне хочется, чтобы у меня горела жопа. Понимаю, что многие ради этого ходят в KFC. Я просто проиграла эту жизнь, знаете, типа я проиграла боссу главному. Я долго думала, рассказывать эту историю или нет, потому что долгое время обесценивала свое состояние. У меня нет поставленной депрессии, меня вообще никогда ее за столько лет терапии, собственно говоря, не диагностировали, а следовательно, полагаясь на компетенцию своих врачей, могу с уверенностью сказать, что депрессии у меня никогда не было. Но бывали некоторые кризисы, которые были связаны с чем-то, но с таким кризисом, с которым я столкнулась буквально за последний год, я не сталкивалась никогда и решила с вами поделиться этим, потому что на самом деле я не слышала какую-то подробную информацию об этом, и, возможно, кому-то из вас будет это полезно. А то, с чем я столкнулась, называется кризис четверти жизни. Изначально, на самом деле, когда это со мной случилось, я думала, что это какой-то кризис среднего возраста, но кризис среднего возраста часто возникает больше, там, ближе к 30, к 40 годам, а как раз-таки кризис четверти жизни, он присущ ребятам в возрасте от 20 до 25 лет, иногда чуть старше. Если кратко, то этот кризис случается тогда, когда ты понимаешь, что то, что работало с тобой там на протяжении 20 лет, перестает работать. К слову, мне сейчас 26 лет, и этот кризис, наверное, начался у меня все-таки ближе к 25, потому что этому поспособствовала череда некоторых событий, о которых вам сейчас расскажу. Также ты постоянно сталкиваешься с тем, что ожидание и реальность, как вот в этих мемах про Алиэкспресс и так далее, то, что ты ожидал, что к 25 годам ты будешь вот такой, а в реальности оказываешься не такой, как хотелось бы. Более подробно об этом кризисе я расскажу в своем телеграм-канале, поэтому переходите по QR-коду и подписывайтесь. Можете просто почитать, ознакомиться, там я публикую все о своей личной жизни, рассказываю. Вообще, это такое маленькое комьюнити для моих друзей и для моей семьи, поэтому, если вам будет интересно присоединиться, я буду очень этому рада. Ну что, а теперь давайте я вам расскажу, как это случилось со мной. С вашего позволения, начну прямо издалека. Когда мне было 19 лет, я еще училась в институте, я поставила перед собой цель — получить магистратуру в Америке. Ну, на самом деле, за этим крылась потребность в путешествиях, что я очень хотела уехать, пожить в Америке и так далее, ну и параллельно с этим стать актрисой. Благодаря этому я выучила английский язык, благодаря этому я стала такой мобильной, универсальной, скажем так, благодаря этому я закончила университет, который было очень трудно закончить, потому что я училась на биолога, эколога, и это была трудная учеба. Мне это было не очень интересно, но из-за того, что я хотела получить магистратуру, мне нужен был хоть какой-то бакалавриат, а бакалавриат я получила на бюджетной основе, поэтому грех было от этого отказываться. Надо было просто немножечко постараться. И вот в 2020 году я планирую свою поездку по work and travel в Америку, подготавливаю все документы, и все вроде бы супер, но в один прекрасный момент случается то, что случается, все с этим знакомы, и буквально это случается за 10 дней до моего собеседования в консульстве американском. И, соответственно, я никуда не улетаю. Но эта мысль и мечта о том, чтобы пожить в другой стране, попробовать, что это такое, она все-таки со мной проживает и присутствует. Я вот так вот поставлю ножку, чтобы было вообще комфортно. Так я, значит, живу свою лучшую жизнь, ничего не предвещает беды, все замечательно, все прекрасно, и так мы докатываемся до 2023 года, когда я снова ловлю возможность уехать куда-то за границу, нахожу эту возможность благодаря агентству, с которым я хотела лететь по work and travel, и нахожу себе работу на Кипре. Так как моя цель пожить в другой стране, она все-таки была очень-очень сильной, и мне казалось, что где-то там я буду гораздо лучше себя чувствовать, но не сказать, что мне тогда было плохо, мне было хорошо, время было беспечное, я прекрасно проводила время со своими друзьями, со своей семьей, и благодаря этому я, собственно говоря, осталась при поддержке с внешней опорой, ну и сформировала внутреннюю опору в себе, и была готова, собственно говоря, к этой поездке. И когда я улетела на Кипр, я начала осваивать новую профессию, я работала дилером в казино. Мне было очень классно, и стоит сказать, что параллельно с этим я работала также в агентстве маркетинговом в Екатеринбурге, где я, собственно говоря, проживаю. То есть мое условие было такое, что я остаюсь на той же позиции, что я работаю в Екатеринбурге, но параллельно улетаю в другую страну и теперь работу выполняю удаленно. Никаких сомнений, переживаний по этому поводу у меня не было, потому что я планировала вернуться, мне не хотелось оставлять там хлебное место, собственно говоря, плюс ты получаешь зарплату в евро, параллельно с этим получаешь зарплату в рублях, вообще все шикарно.
шикарно. И если вдруг тебе что-то не понравится, ты всегда можешь вернуться, как минимум деньги и работа у тебя есть. Тем более, что место и агентство, в котором я работала, оно просто потрясающее, очень-очень его люблю всем сердцем, но расскажу, что случилось дальше. Так я начинаю, собственно говоря, учиться, работать на Кипре. Параллельно с этим я веду еще свою собственную деятельность, это я строю рекламное агентство на англоязычную аудиторию, потому что у меня изначально цель зарабатывать в долларах, чтобы я смогла накопить себе на учебу в Америке непосредственно. Было логичным открывать агентство на англоязычный рынок, чтобы получать зарплату в долларах. Так я совмещаю все вот эти вот 3 абсолютно полярные деятельности, начинают существовать. Все бы ничего, все круто, но параллельно с этим добавляется еще один аспект. Добавляется еще одна сфера, которую мне приходится прокачивать, это я встречаю своего молодого человека на тот момент и начинаю выстраивать отношения с ним. И знаете, все-таки кто бы что ни говорил, наверное, это мечта многих девушек выйти замуж за иностранца, и как будто бы это такая сказка, и это так прекрасно, но на самом деле в жизни ты сталкиваешься с разными конфликтами, когда человек тебя не понимает, потому что у него разная ментальность, у него другая ментальность, он не понимает, почему то, что очевидно для тебя, не очевидно для него, и наоборот. Собственно говоря, так я запускаю свой личный проект, кручу рекламу, работаю, значит, в офисе в Екатеринбурге и параллельно с этим работаю в казино. И у меня хватало на всю энергию, у меня была, знаете, такая полная жизненная сила. На самом деле, я сейчас вспоминаю, я думаю, я просто как титан какой-то, я как бульдозер перла вперед, и у меня все получалось. Может быть, способствовал этому витамин D какой-то или еще что-то. Ну, в общем, все было круто. Пока в один прекрасный день мой молодой человек не сказал, что он собирается уезжать в другую страну и хочет работать там. На тот момент мы уже встречались больше, чем полгода, мы жили вместе на Кипре, и на самом деле я очень его любила, и для меня это были такие, знаете, отношения, на которые я смотрела и думала, все, вот если я за него не выйду замуж, то я не знаю даже, что мне ждать. Это была такая, знаете, сказочная любовь, как в каких-то фильмах, с такой крутой историей, и в целом отношения были супер крутые, мне вообще грех жаловаться на это, но, в общем, он поставил меня перед фактом, что он хочет уехать в другую страну. Вот это тоже, знаете, такая ментальная особенность, то, что люди в Европе не понимают, что, оказывается, в некоторые страны нужно получать визы, даже им, даже если у тебя паспорт Италии, и у тебя открыто 180 стран, по-любому найдется какая-нибудь, там, не знаю, да, хоть та же самая Америка, из-за которой тебе придется попотеть и собирать весь этот пакет документов. А мне, как человеку с русским паспортом, потеть придется еще в 3 раза больше, потому что стран, в которые я могу влететь без визы, их, ну, как бы очень мало, мягко говоря. И когда я ему говорю, собственно говоря, что ты знаешь, что меня на эту работу, скорее всего, не возьмут из-за того, что у меня паспорт, и когда ты смотришь на вот эти вот европейские настроения, которые вообще происходят в сторону русскоязычных ребят, очень обидно становится, очень грустно. Ну, я понимала, что у меня шансов на самом деле никаких, но все было на мази. Все попытались договориться, что меня возьмут на работу, и, судя по тому, что я тут, видимо, ничего не получилось. Мой молодой человек сказал, типа, у меня есть девушка русскоязычная, она очень тоже крутой дилер, она может приехать к вам на работу, но у нее русский паспорт, и они сказали, no problem, bro, типа, а он очень крутой дилер именно в кэш-гейм, и они, видимо, очень сильно хотели его взять на работу, то есть они насали ему в уши то, что меня тоже обязательно возьмут, и в итоге он долго не подписывал оффер, потому что он ждал ответа по мне, они его убеждали, что да, все будет круто, если, ну, она пройдет тейбл-тест, то есть мы ее без проблем возьмем на работу, и в итоге они его прожимают, и берут на работу. А через пару дней пишут мне, что, сори, мы не можем, отвечают на мое резюме спустя там месяц условно, что мы не можем взять вас на работу, потому что у вас красный паспорт. И я думаю, ну, клево, а выхода уже нет, он уже должен ехать работать. И тогда мы принимаем решение, что, ну, видимо, я остаюсь на Кипре, а он уезжает туда. И это был, ну, в моем понимании, это был такой основной переломный момент, который меня очень сильно подкосил, потому что для меня эти отношения были вообще всем. Это первый, наверное, единственный раз, когда я реально подумала о том, что я хочу замуж именно за этого человека, я хочу от него детей, и он знал, что в моей культуре принято, знаете, там, выходить замуж до 30 лет, когда я такая, типа, ну, блин, я всегда думала, что я стану мамой в 23 года уже, как минимум, не получилось, не фартануло. Знаете, мне казалось то, что ну все, когда ты уже в 25 лет встречаешься с молодым человеком, вы живете вместе, и вы там строите планы на будущее, ну, скорее всего, это уже что-то в сторону семьи. И так у меня полетели мои проекты, потому что я все усилия начала
вкладывать в отношения, и я реально очень сильно старалась, за это больше всего обидно, что я очень сильно старалась, и мне казалось, что все получится, все будет хорошо, вот, но не получилось. Тогда он улетает в другую страну, я остаюсь на Кипре одна, и я понимаю, что это вообще не моя страна, мне очень тяжело было там находиться, несмотря на то, что у меня были там ребята, друзья, приятели, мне все равно было очень сложно. Во-первых, это очень сложная работа, когда ты 10 часов стоишь на ногах, тебе постоянно нужно быть в фокусе, а после этого фокуса ты приезжаешь домой, и тебе нужно еще работать над другими проектами, ну, неудивительно, что все повалилось в тартарары. Я принимаю решение, что я буду увольняться, но перед этим я хотела накопить себе на поездку в Италию, пройти там обучение в школе, подтянуть язык, и как бы я думала, но у меня же есть резидентство Кипра, я же получала уже Шенген, ну вот второй раз мне точно дадут Шенген, желательно там на 2-3 года, ну ладно, хотя бы на год, я готова это принять. В моих планах было, что я уеду, поучусь, и потом остальное время побуду с ним там где-нибудь в Европе, а там дальше будем разбираться. Но на самом деле, в глубине своей души я верила в то, что он сделает мне предложение, чтобы упростить мою лайф и мою жизнь. Но этого не случилось. Я не думала, что тяжело будет. Я же проработанная личность, блядь. И вот я продолжаю работать, копить на учебу, скопила достаточно хорошее количество денег, которое позволило бы мне вернуться домой, подготовить все документы, без проблем прожить несколько месяцев, а то и полгода можно было прожить в Италию на эти деньги, потому что я зарабатывала, мне грех жаловаться, зарабатывала, правда, очень-очень хорошо, и на все хватало без проблем. Тем более, что когда ты постоянно работаешь в казино, тебе больше нечего делать, кроме как работать. В свободное время ты работаешь на другой работе, а в свободное от этих работ работаешь на третьей работе. Но тогда энергия уже начала подседать, мне уже становилось тяжеловато это делать, ну и впоследствии, собственно говоря, мой личный проект по social media marketing на американский рынок, он, просто пропал, скажем так, все, я сдулась, при этом у меня была крутая команда, все пришлось забросить, пришлось это оставить, потому что ничего не получилось. И я возвращаюсь к себе в город и подаю документы на визу, собственно говоря, продолжаю ходить в офис, и вообще все круто, у меня как минимум есть одна работа, у меня есть скопленные деньги, я собираюсь ехать в Италию, у меня все вроде как потрясающе, но на самом деле внутри я уже начинаю сильно подкашиваться, скажем так, от этого. Тогда в этот момент я понимаю, что, вот если с агентством не получилось, может быть, мне стоит попробовать что-то другое. Я пошла к своему психотерапевту, и разбирали мы этот вопрос, и в какой-то момент я познакомилась с коучингом, и так я начала, собственно говоря, учиться на коуча. Но, как бы, знаете, не казалось так все просто, ничего не получалось в первое время, вообще ничего не получалось. Я говорю о том, что ни клиентов не было, ни записей, ничего, какое-то время я даже не понимала, что с клиентом делать, если он придет. Но, напоминаю, это было уже достаточно давно, и там, знаете, несколько обучений назад, тогда я была просто какая-то потерянная. Впереди маячила поездка в Италию, все было оплачено, все было готово, нужно было только получить паспорт с визой. Я же думала, что мне дадут визу-то на год, а мне дали ее на 2 месяца, ровно настолько, сколько я заплатила за учебу в Италии. То есть вот ровно по срокам. Я тогда, конечно, сильно из-за этого расстроилась, а чтобы вы понимали, каждая виза мне обходилась в 50 000 рублей. Можете считать меня дурой, но я абсолютный профан в бюрократии, я вообще ничего не разбираюсь с документами, мне проще заплатить деньги, чем самой разбираться и там бронировать себе билеты, даты, отель на 2 месяца, откуда я возьму такие деньги? Короче, мне было проще заплатить 50 000, чтобы мне сделали эту визу, а мне сделали визу на 2 месяца, думаю, прикольно. Несмотря на это, я улетаю, мы проводим время с моим молодым человеком, при том, что он жил в Бельгии, а я жила в Италии, но из Италии в Бельгию проще летать, чем из России, собственно говоря, в Бельгию, поэтому так и получилось. Я начинаю учиться, мне все очень нравится, все круто, летаю постоянно к своему молодому человеку в Бельгию, все здорово и классно, но я понимаю, что предложением не пахнет. Я это тогда осознавала, я это уже в принципе понимала, но внутренне все равно, знаете, надеялась на чудо, потому что я же сказала, ты посмотри, как мне тяжело ходить эти выписки делать из банка, что у тебя там определенное количество денег, если у тебя будет недостаточно, тебе там откажут и так далее, а чтобы вы понимали, минимум надо 1500, чтобы на карте было, чтобы тебе сейчас дали нормальную визу, не знаю, может у меня что-то не так было с документами и так далее, но в общем, вот такие были запросы, плюс еще запросы из карт, которые у тебя есть европейские, это было очень сложно, и я ему давала понять и объясняла, что я хочу замуж, что если мы распишемся, это
все будет гораздо проще. И пока я на это готова, вот, пока у меня есть работа, спокойно я могу совмещать, там, делать что-то и так далее, смогу на свою зарплату, которую я получаю в России, жить в Италии и так далее. Так мы 2 месяца разговаривали, я уехала без предложения, у меня была жесткая истерика, я очень сильно расстраивалась. На самом деле тогда я не понимала основной причины, почему я так сильно расстроилась. Ну, это не то, что, знаете, типа, ой, блин, я улетаю из Италии, теперь я буду просто сильно об этом переживать. Нет, я просто была разочарована, просто тогда до меня это не доходило, понимаете? Потому что, опять же, вот это ожидание и реальность, с которой я столкнулась, что, типа, я ожидала, что наконец-то я пойду там в семью, начну строить семью, у меня там 25 лет, можно выйти замуж, уже как бы не стрёмно рожать в 16 и так далее, знаете? Получилось так, как получилось. И потом, по приезде в Екатеринбург, я остаюсь на своей работе и планирую дальнейшую поездку. Что, мне нужно же обратно возвращаться, я снова плачу 50 тысяч и, собственно говоря, жду новой визы, собственно говоря. А спустя несколько недель, как я вернулась, мой молодой человек принимает решение расстаться. Ну, и меня просто поставили перед фактом. Я сейчас не хочу строить из себя жертву. Он считал тогда, что это будет правильно. Я с этим была не согласна, но я это приняла. И то, как мне было больно это все принимать, не описать словами, потому что в тот момент мой мир просто разъебался на маленькие кусочки, и у меня другого слова нет для этого, потому что я хотела одного, а получила, блядь, вообще не то, что я хотела. Я просто, в моем понимании, всрала 1 год своей жизни. Я уехала хер пойми куда, я похерила 1 проект, потом еще похерила 2, и вот единственное, что у меня осталось, это моя стабильная работа, которая у меня есть в России. Я мечтала путешествовать, мечтала о том, что я скоро начну рожать детей, если мы распишемся, думала, как это лучше сделать, и все в один момент просто рухнуло. Я строила свою карьеру, да, но типа у меня был упор на то, что я строю отношения. Я охереть сколько сил в эти отношения вложила, не потому, что мне было просто по фану, блядь, строить вот эти вот отношения, а просто потому, что я надеялась на то, что эти отношения серьезные, и они к чему-то ведут, а они ни к чему не вели. И так примерно с сентября прошлого года начинается мой тильт. Я нахожусь просто в каком-то полном афиге. У меня ощущение пустоты внутренней, что я просто проиграла эту жизнь, знаете, типа я проиграла боссу главному. И у меня разочарование было в первую очередь. Ну, типа, я разочаровалась в себе, что у меня ни хера как будто бы не получается, что у меня была крутая работа, я ее похерила, у меня была возможность запустить проект, вшатать в него кучу денег, я это сделала и все равно въебалась, понимаете? И потом я думала, ну окей, хотя бы сделаем ставку на то, что у меня крутые отношения, я могу на них построить семью, но нет. Этого не случилось. Честно сказать, после сентября, когда он принял это решение, я думаю, блин, ну у нас же было все круто. Он по-любому передумает. Не может так быть, что мы просто так взяли и расстались, блять, по WhatsApp, понимаете? И вот шли месяцы, я становилась спокойней, плюс терапия мне помогала, и в декабре я понимаю, что все. Ну, как бы, обратного пути уже нет. Значит, ну, нет, так нет. Расходимся, так расходимся. Мы параллельно с этим продолжаем общаться, я уже не понимаю, зачем. И я понимаю, что мы общаемся не потому, что мы станем офигенными друзьями, а потому, что мы просто оттягиваем тот момент, когда я буду готова к тому, чтобы это общение вообще прекратилось. И в декабре я это поняла. Я очень много плакала, я очень много переживала по этому поводу. Ну, я все-таки была в принятии. Для меня это было как будто бы кто-то умер, понимаете? Вот мои отношения, мои надежды, они все умерли, и я проходила через все эти стадии принятия. И это было очень тяжело. И вот в январе я поняла, что все, я готова от этого всего отвернуться и отказаться. И сказала своему суженому, что все, мы больше не общаемся. Но, знаете, это как, какой-то ромком. Должна была быть крутая история любви, что он там, типа, возвращается и так далее. И он такой, да, ладно, окей. А потом решает, что нужно вернуться. А я уже пытаюсь построить свою другую, лучшую жизнь, понимаете? Принять тот факт, что я не выйду сейчас замуж, принять тот факт, что я не рожу сейчас детей, принять тот факт, что я проебалась по всем фронтам, и в это время он еще пытается вернуться, значит, для меня это просто какое-то очередное напоминание, что я все просрала, я параллельно с этим пытаюсь строить свою там карьеру коуча, но на самом деле мне было так сложно делать это все, потому что эмоционально я была не то чтобы на дне, я была на днище просто каком-то, я понимала, что мне нужно что-то сделать, я через силу воли, значит, все это тянула за собой, а у меня ни хера не получалось, я просыпалась
просыпалась с утра, и я не понимала, а зачем мне вставать, понимаете? У меня нет никаких дел. Я в офис хожу раз в неделю, там, типа, на час примерно. То есть у меня не было никакой мотивации встать с утра. Сделать какие-то дела, да хер с ним. Прибраться дома, да можно дома прибираться, я не знаю, раз в месяц, и дай бог там, и то, если кто-то в гости придет. И я очень благодарна, что в это время со мной были мои друзья, которые меня очень сильно поддержали. Но ты смотришь на них и постоянно вспоминаю, что ты проиграл. У меня все мои друзья, они уже женились, они там, кто-то детей родил и так далее. А для меня это такая боль, что у меня не получилось. У всего моего окружения есть какая-то крутая работа, я очень ими горжусь, каждый из них меня безумно вдохновляет, и наверное, благодаря этому я там все так же тянулась в свою карьеру, что я строила свою профессиональную карьеру, строила себя как специалиста и так далее, но мне было это так сложно, мне каждая сессия давалась таким трудом, но я не знаю, что мне делать по жизни, вот я вроде нашла себя в коучинге, а мне так сложно, мне так тяжело, что я вообще не знаю, что с этим делать, понимаете? Но я очень рада, что я тогда не оставила, что даже сквозь зубы мне удавалось помогать людям и быть им полезной. Я очень рада, что мне удалось сохранить лицо и не показывать то, насколько мне сложно. Потому что я каждый раз прилагала огромные усилия, чтобы просто встать и что-то сделать. Я бронировала себе сессии на какое-то время, которое мне кажется, что совсем неудобное, лишь бы, чтобы я просто встала и сделала это, потому что я понимаю, что если я какое-то обязательство беру перед клиентом, я обязательно его выполню. Даже на час сессии это у меня уводило от моих проблем, потому что я была погружена полностью в клиента. И, собственно говоря, все шло потихонечку, помаленечку, и вроде как мне казалось, что выравнивается, но на самом деле не выравнивается. Смысла вставать с утра абсолютно никакого нет. И это больно и тяжело. И вот единственное, что меня прям мотивировало что-то делать, это моя работа. Это мои клиенты и работа в агентстве, в которое я ходила раз в неделю, чтобы развеяться, чтобы пообщаться с близкими мне людьми, поработать. И это меня как-то успокаивало. А недавно, уже месяц, наверное, назад, этой работы не стало. Просто команда, в которой я работала, одним днем развалилась. То место, в котором я 3 года работала, то место, которое давало мне какую-то стабильность, уверенность, просто все закончилось. Одним днем. Такая история. Я до сих пор прилагаю огромное количество усилий, чтобы выровнять свою жизнь, чтобы восстановить свою дисциплину, чтобы найти новые смыслы, чтобы перестать разочаровываться. Но пока не получается. Это все ресурс. Все это для чего-то нужно, я совсем справлюсь, и вы совсем справитесь. Знаете, что самое тяжелое, что я на людях обычно... Я вообще ненавижу, мне кажется, я вообще не опубликую это видео, потому что я просто нытик какой-то. Я не думала, что меня так прорвет, честно говоря. Это какое-то очень терапевтичное видео. Я продолжаю вывозить на силе воли, на своих опорах, на своих принципах, и это то, что не дает мне останавливаться. Пусть даже просыпаясь с утра, если я встану раньше обычного, я все еще не понимаю, что мне делать, но я стараюсь, прикладываю усилия, и я надеюсь, что эти усилия окупятся. Минимум, который я могу делать, это снимать свой контент, потому что я это очень люблю, и максимум — это скоро меня ждут очередные изменения в моей жизни, которые, я надеюсь, меня смогут поправить. Все апдейты я буду выкладывать у себя в Телеграм-канале, просто пока не хочу говорить о том, какие изменения у меня кардинальные снова случатся в жизни. Я не опускаю руки, и я продолжаю действовать. И даже если очень тяжело, я сделаю какое-то одно маленькое действие, которое, может быть, не перевернет игру полностью, знаете, но какое-то влияние окажет на мой сегодняшний день. Я в это верю, и, значит, это получится. Я хочу поддержать каждого из вас, что дерьмо случается, и приходится иногда разочаровываться, иногда ожидания и реальность не совпадают, но так надо. Это скачок роста, знаете, как у детей, когда у них истерики какие-то происходят, говорят, вот, скачок роста. Это мой скачок роста.
Или, как Нил Шустерман писал, бездну челленджа, это моя бездна челленджера. Надо опуститься на дно. Я никогда не работала меньше, чем на 2 работах. Для меня это стресс. То бишь, больше работаешь, больше зарабатываешь. А тут у меня остался только коучинг. И я поэтому все свои силы сейчас вкладываю в коучинг, но мне хочется еще что-то, что будет занимать у меня больше энергии, что-то, что будет у меня больше ресурсов забирать. И мне хочется быть вот в каком-то, знаешь, напряжении, наверное, потому что это меня мотивирует просто переть как танк. Это мне помогает не расслаблять булки, а когда вот, может, потому что я спортсменка в прошлом, мне вот этот пуш какой-то, он мне необходим, чтобы мне постоянно что-то поддавливало и двигало. И когда у меня много дел, я более продуктивна, потому что я знаю, как управлять временем, когда у тебя много-много дел. Но что делать, когда у тебя дохера свободного времени, я ума не приложу. Типа, я читаю, работаю, развиваюсь как специалист, но для меня это как отдых больше. То есть, почитать книжку — это отдых. А столько свободного времени, что с ним делать? Что с ним делать? И я себя ругаю уже. Ладно, вот я вам рассказываю, что там не надо себя ругать за ничего не делание. Но, ребята, я уже год ни хрена как будто бы не делаю. У меня такое состояние, что я просто стою на месте. При этом я что-то делаю, но у меня на все хватает времени, и я просто нахожусь в какой-то стагнации. Мне нужно, чтобы у меня немножечко так поджималось, знаете, я такая, надо там то успеть. Я именно поэтому все свои дела, если у меня есть какие-то дела, я все их просто перекладываю на пятницу, чтобы в пятницу просто быть в каком-то бешеном ритме. А до пятницы нужно дожить. И ты живешь, знаете, кто-то живет от понедельника к понедельнику или от субботы к субботе, а я живу от пятницы до пятницы. Не потому, что мне хочется потусить там или еще что-то, а потому, что у меня все дела, они в пятницу. И мне проще встать пораньше, потому что, окей, я наконец-то просыпаюсь, потому что мне зачем-то нужно проснуться. И потом мне нужно сделать то. Вот это меня вдохновляет. Вот это меня мотивирует двигаться вперед. А когда я сижу и придумываю все дела, которые могу выполнить, в принципе, достаточно быстро, это не требует каких-то огромных усилий, это прям тяжело. Возможно, у меня беды с башкой. А у кого их нет, да? Совсем скоро, я думаю, начну снимать видео из новой локации, поделюсь с вами апдейтами, и я бы не решилась на рассказ об этой истории, если бы я не была уверена в том, что этот кризис подходит к концу, что он наконец-то завершается. Потому что это было очень тяжело, и находясь в нем, вообще признаться в этом, осознать его, это было непросто. Вот так. Напишите в комментариях вообще, когда-нибудь было у вас подобное или нет. Я уверена, что каждый с этим встречался, так или иначе. На этом мое видео подошло к концу. С вами была я, Ника, зарёванный коуч, стратег в хаосе. Видите, я стратег в хаосе, когда полно задач и нужно какую-то выработать стратегию. Но я понятия не имею, я не эксперт в распределении свободного времени, понимаете? Мне хочется, чтобы у меня горела жопа. Понимаю, что многие ради этого ходят в KFC, но мне это просто необходимо. Ладно, мне кажется, видео уже затянулось, и опять получилось, что я рассказала видео про отношения, как будто бы, но просто это был, знаете, как бомба, которую чеку сорвали, и я бомбанула. Спасибо, что были со мной, спасибо за то, что вы есть, что мне есть кому это рассказывать. Приглашаю вас в свой телеграм-канал, там больше про мою жизнь, мое маленькое комьюнити для меня, для моей семьи, для моих друзей. Желаю вам сил, психологического здоровья, энергии, чтобы у вас была какая-то цель, которая будет двигать вас вперед. Потому что все мои цели рухнули в один день. Когда случилось это разочарование, мне вообще перестало что-либо быть нужным. Но иногда есть такое время, которое нужно просто прожить. Вот нет никаких целей, и вот надо найти какую-то. Вот я нашла возобновить ведение YouTube-канала, делать это регулярным, и это меня вытаскивает. Даже когда вообще не хочется, даже когда вообще никаких сил нет, надо все равно это сделать. Просто потому что надо, и все. И у меня нет цели в подписчиках, у меня нет цели в просмотрах, у меня есть цель в количестве опубликованного контента, на что я могу непосредственно влиять. Ладно, уже куда-то не туда убежали, но, в общем, спасибо вам большое еще раз за просмотр, подписывайтесь. Тут вообще все про саморазвитие, про дисциплину. Я надеюсь, что не обесценила весь свой труд в коучинге этим роликом. Но тем не менее, спасибо, что были со мной. Пока-пока.